Всем привет! У нас сегодня, наконец, солнце. Часто, да, у меня видео начинаются с этой фразы «наконец солнце». Но я живу в Питере, поймите меня. Когда 2 дня просто без перерыва дожди, солнцу радуешься. Вот. Пойдемте рысик пускать гулять. Ой, я сейчас вам покажу, подождите, рысики. Сейчас, не, вначале давайте всегда выпустим, дальше покажу. Но мимо пум нельзя пройти, вы знаете, да? Главное правило — пройти нельзя, на шапырочки эти любимые. Так, ты намекаешь на траву, да? Поешь траву, конечно. Так, пойдемте выпускать рыси. У них здесь все подзаросло, но мы еще не купили триммер. Мы купили газонокосилку, можете на меня поздравить, наконец-то. Мы не купили триммер. Мы его заказали, он едет. Прошлое видео, по-моему, с прогулками рыси, все было в желтых одуванчиках, да? Но рыси, я думаю, сейчас заценят то, что мы не купили триммер. И то, что здесь все можно будет погрызть. О, сразу смотрите, оп. Давайте. Ничего себе, скажи. Ничего себе, говорит, какая трава. В ней теперь удобно прятаться. Удобно и есть, и вообще. Все, пошли. Выпас рыси. Сюнечку, мою сюнечку. Мия такая-то. Так, ну, собственно, пока на фоне рыси я и расскажу. Картина красивая, рыси. Видите, вон там появились сваи. Наконец-то установили сваи. Вот, наконец я их заказала, потому что у нас там поначалу были... Когда я еще хотела зимой их установить, мы не могли их покрасить, потому что я не хотела их самокрасить. Хотела, чтобы покрасили порошковой краской, потому что она лучше держится. И в итоге, наконец, установили. Теперь нам предстоит эпопея с, представляете, еще не переносом забора, а с очисткой канавы. Вот, и мы ее хотим немножко очистить и дальше думать, что делать с ней. Я сейчас вам покажу канаву, может, вы подскажете, что же с ней делать. Если что, сразу уточню, эта канава, ее нет в плане поселка, в том плане, что она туда сток не идет воды. То есть она, канава, которая в плане поселка прописана, и которая должна оставаться открытой, открытого типа, она спереди участка, а это сзади. Вот, большинство ее просто закопали. Я думаю, что с ней сделать, потому что оставить ее в таком виде нельзя. Для постройки, ну да, прогулочных зон постройки. Соответственно, надо, ну, в любом случае, ее прочистить, убрать там всякие заросли, все такое, и решать, что дальше с ней. Сейчас покажу, в каком она состоянии, и, соответственно, дальше, может, кто что посоветует, будет классно. Так, я вам напоминаю, что мы еще несколько дней участвуем в акции на Озон, и у нас большие скидки на ВБ. На ВБ вообще очень мало всего осталось, поэтому успейте купить, потому что, к сожалению, пока слотов для отгрузки нет, мы просто не можем туда сейчас отгрузиться, поэтому там прям вот остатки уже по очень низким ценам. И на Озон тоже, соответственно, на всю нашу продукцию и на мультивитамины, которые очень популярны. Они сейчас на Озоне подзакончились, мы вот только отгрузили новую партию, поэтому тоже успейте купить, пока она не закончилась, потому что, ну, они всегда нужны. Вот, и на ProBio, то, что я рекомендую всегда держать в своей такой домашней аптечке для животных, потому что сейчас особенно лето, не дай бог что-то съели, еще что-то там, травы переели животные, особенно у тех, у кого выходят на улицу. Вот, обязательно ProBio имейте, и также очень удобно его использовать для перехода на другой корм, например, чтобы легче все это усваивалось и мягче прошел переход. Напоминаю, что ProBio — это кальций с пробиотиком и аминокислотами, необходимыми для животных, которые они не могут получить из еды. Но если вы хотите использовать именно как добавку, как кальций, да, если вам нехватка кальция, то в этом случае я бы вам советовала все-таки использовать либо мультивитаминные, либо wellness, это для животных на мясной диете. То есть там, особенно кто на мясной диете, предпочтительно на мясной, у них часто не хватает именно кальция, потому что мало костной продукции едят, и тогда уже вот нужно добавлять именно витамины wellness. А это больше про пробиотик, то, чтобы поддержать организм в сложных ситуациях. Ссылочки, как всегда, оставляю на Озон, на ВБ. Успейте купить то, что там уже осталось. Травоядные кисочки. Здрасте. До сих пор не любят, чтобы вы гладили. До сих пор терпят прям.
терпят. Трава, говорит, выше меня. Класс. Попочка. Это попочка любит, чтобы ее гладили. Да? Любишь, чтобы тебя гладили? Нет. Не скажи, я хочу бегать, прыгать. А не вот это вот все. Шерстку скидывают свою зимнюю. Такие худенькие становятся. Но он молодой еще, надо это тоже понимать, потому что девки уже, конечно, даже летом такие худенькие не становятся. Оставляют запасики свои. О-о-о. Так, сейчас покажу вам канаву. Что у нас на участке происходит. Ой, какая красота, солнышко. Ну, во-первых, я считаю, что сейчас участок в своем за все, там, сколько мы здесь, примерно 7 лет, наилучшем виде. Видите? Траву, конечно, еще нужно подкосить, потому что мы ее прокосили сейчас газонокосилкой, но она ехала, газонокосилка, по ровному участку, то есть мы, в смысле, толкали, но она ехала, потому что обычно газонокосилка у нас здесь не могла справиться. Был уже высокий зарост травы, поэтому через пару дней еще раз пройдемся, чтобы более низенько сделать ее. Но все равно, по сравнению с тем, что было, это просто красота. То есть вот где мы засаживали, выравнивали и засаживали новой травой. И вот эта часть, прям видна разница, вот здесь мы еще не выравнивали. Завезем еще земли, выровняем вот эту часть и засеем ее. И вот эту часть тоже еще не выровняли, не засеяли. Вот эта часть уже выровнена и засеяна. Вот. Мне кажется, прям вообще очень красиво. Ай, фрост, да, просто радуются травки. И вот эта часть у нас тоже уже выровнена и засеяна. В таком положении даже хотя бы уже видно, где что вообще находится на участке, сколько у нас еще есть территории, что мы можем построить, там, сделать и так далее. Вот, видите, какая красота. Самый довольный Фрост. С газоном что? Да, еще есть проплешины, но, во-первых, мы только его засадили, это просто семена. Во-вторых, я думаю, за лето часть проплешины уйдет, но и в этом году уже подсыпать мы точно не будем, не вижу в этом смысла. А в следующем году какой-нибудь купим крутой еще. Мы покупали самую дешевую траву, которая есть, семена, и засыпали ей. А в следующем году какой-нибудь купим там, не знаю, Фрост, боже, ну какой-то красивый. Невозможно даже рассказывать ничего. Вы посмотрите на этого красавчика. Вот, будем засеивать, типа, там, газоном для, там, футбольных полей или что-нибудь такое. Вот. И будет вообще красота. Но вообще, по сравнению с тем, что было, если честно, я не думала, что за один раз такое получится. Здесь всего 2 машины земли. Ну, то есть не такой большой участок, как бы это не так много. То есть осталось еще машину, вот, собственно, на эту часть и на эту. Вот, там в вольерах еще не покошено, потому что, как я уже сказала, триммер не приехал. У нас сломался триммер. Починить мы его не смогли. И, точнее, дешевле было уже купить новый, потому что починка очень дорого стоит. И, соответственно, мы купили газонокосилку новую и триммер будем все постепенно. Сиренюшка. Вот здесь мой розарий и лилии. В общем, все красиво. Думаю, с этими розами в этом году что-то сделать, которые плетистые, поставить, чтобы они цвели. Я еще купила одну розу, но еще не посадила. Вот, елочка у нас тоже прекрасно растет. В общем, со временем все будет красиво очень. А в вольерах покосим, когда триммер будет. Мои любимые пиончики скоро распустятся. И кисочки, кисочки. Все здесь кисочки. Ой, какие красивые кисочки. Сейчас зайдем. Давай. Что тебе не нравится? Я только подошла. Это что вообще такое? Это что вообще такое? Все хорошо? Он мне говорить нельзя, да? А вы еще говорите девочку ему покупать, да? Что-то не хочу уже. Я могу продолжить говорить?
Так вот. Нет, кажется, что не могу. Знаете, мне Руфи напоминает ребенка примерно вот 3-4 лет. Когда вот эти истерики начинаются без основания, такой типа... И ты как бы, твоя цель не поддаться вот этому, просто стоять, выдержать это. Выдержать эту волну, не поддаться этой волне и успокоить ребенка. Вот Руфи примерно так же. С ничего просто такой фигак и валяется в истерике. Руф, не стыдно на беременную женщину? Ну вы же любите Руфи Любу. Ой, ну тебя. Пойдем дальше. Так, для Няу комната у нас пока не готова, потому что Артак ушел на подработку на другой объект, и нас, короче, пока немножко все застопорилось. Но это тоже ничего страшного, я абсолютно как бы все понимаю всегда. Я же говорю, я очень понимающий работодатель, потому что когда человек может там за неделю-две подзаработать, можно сказать, там двойную свою зарплату, то, конечно, я вхожу в положение всегда. Вот, и у нас поэтому застопорилась стройка комнаты, которая, собственно, поднял. Ну ничего, он вернется и все сделает. И застопорилась прочистка канавы, царевного забора. Вольеры мы не можем начать строить, пока не перенесем забор в целях экономии, потому что, естественно, часть столбов, которые у нас были на старом заборе, мы будем использовать под разделение вольера прогулочных зон. Ну, логично, да? В принципе, это большая экономия, сейчас железо дорогое. Это кисы, 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 кисы. Кисы, кисы, кисы. Он сидит на фоне. Можно было бы, конечно же, в такую комнату перевести, там повесить каких-нибудь игрух, стульчик поставить, но что-то как-то, я не знаю, не могу никак, не решусь. Не стала подселять к нему Тео, потому что надо прям целый день сидеть с ним и следить. И Тео стрессует, он еще стрессовый мальчик, поэтому я решила, что потом, попозже, как-нибудь. У меня потом скоро будет время такое, знаете, когда там рожу, типа с ребенком постоянно сидеть, кормить, и без разницы, в какой комнате сидеть, поэтому вполне могу сидеть в этой комнате и всех знакомить. Вот. Сейчас пока надо успеть максимально того, что надо успеть. Ну вы посмотрите, какой говнюка. О, ты меня ударить хотел? А, не можешь, да, через стекло? Проблемка, проблемка. Проблемка, да? Запотела чуть-чуть, протри. Кусается, пытается. Вы посмотрите, я сейчас заходить к нему, ага. Я к Мартину скорее зайду. Просто лев, это тигр. Где у нас енотики пишут? И здрасте. Я вообще думаю, на самом деле, когда сделаю комнату для Няу, может быть, как раз Няу с енотиком будет прекрасно жить. Хотя, в принципе, енот не жалуется. Что за рыжая красотка? Что за рыжая красотка пришла? Боже мой. Ой, какая красивая киса мурлычет. Просто ты со мной хочешь канаву показать, да? Вы смотрите, как он все понимает. Ну, то есть я говорю про все столбы. Вот эти столбы будут в последнюю очередь переноситься Егитер, потому что я до последнего хочу, чтобы рыси гуляли. Логично. Поэтому изначально мы будем переносить и делать со столбами то, что у нас стоят на заборе. А потом уже в самом конце мы начнем какое-то время разбирать эту прогулку. И, соответственно, плюс я же буду не полностью разбирать. Поэтому все равно часть здесь останется. Как минимум до сюда. Ну, скорее всего, даже больше останется. То есть это вот здесь как минимум, потому что здесь вот идет часть вся под прогулку. Вот, а может и больше, я еще буду думать. Вот эта вся часть, она, собственно, пойдет под прогулку девочек, когда будет выпускаться. То есть у них будет большая прогулка и еще одна большая, еще больше прогулка. Либо, ну, что-то будем думать еще.
На самом деле, наверное, так не сразу понятно. То есть у них сейчас вот эта прогулка. То есть вот как бы выделенная штучка и вот туда. Но по метражу, если взять... То есть как бы вот отсюда, да, если взять и до туда, это получается метраж уже больше даже имеющейся прогулки. Так, с канавой что мы делаем? В смысле, не знаю, что мы пока делаем, мы в раздумьях. Вот про эти столбы я говорю, то есть все столбы, которые у нас, на которых сейчас стоит забор, мы, естественно, будем использовать для разделения прогулочных секций и все такого. Вот, у нас здесь канава, которую надо прочистить. И вот дальше я не знаю, что с ним делать. То есть, либо, ну, соседи у нас все, вон, как видно, закопали ее. Потому что в плане поселка она как бы не является водоотводящей. То есть она не знаю, как это правильно называется. Наверное, если вы живете в поселке или там вы понимаете, как планы строятся. У нас в плане открытого типа канавы, но они по той части идут. Вот, в общем, здесь надо все чистить. И не знаю, что делать. Либо кидать трубу и закапывать. Либо я думала вообще сделать... Ну, типа, у нас, если честно, вот этот мостик живет уже все время, что мы здесь живем. Но муж мне говорит, что это, конечно, стрёмная история в том плане, что, ну, мало ли что-то прогниет, мало ли что-то там, ну, вот реально они вскроют доску, и тогда кошка сможет пролезть просто в соседний вольер через канаву, и это будет нехорошо. Ну, конечно, смотря в какой вольер пролезет, но все равно это может быть не очень хорошо. Вот, потому что, как идея, я думала просто сделать как бы такие, ну, то есть вот на участке, где вольеры будут идти, просто застелить деревом здесь и такой переход сделать. А на участке, где вот эта прогулочная часть, именно ее очистить, закрыть вход по низу. Ну, собственно, они не бобры, они не плавают. Вот, и, ну, оставить здесь так. Да, Мия? Сидит такая, смотрит. Ну, что ты? Краса наша. Коза, краса. Сваи ставила комбинированные, то есть они уже сразу идут со столбом. Решила в этот раз так попробовать. На него будем скрепить гитер. Ну, переносить полностью забор. В общем, так. А что это у нас тут за кошки гуляют? Кошки гуляют. У Изюма какая-то нездоровая любовь к самцам рысям. Он прям хочет им навалять. Весь в мать, весь в мать. Ну, правда, мать самцам не хочет навалять. Чтобы мне потом не говорили, наконец можно показать, что воду мы им новую наливаем. Просто она не новая становится уже через 5 минут. Василисушка. Прям жизнь бобров. Что, выбирают что-то, какую веточку съесть.